Всем привет! Сегодня будет видео о мастерской. Значит, в первую очередь, что хочу сказать. Мне поступают жалобы, замечания от друзей, от знакомых, от других людей, от подписчиков, что у меня достаточно затянутые и нудноватые видео. Я согласен с критикой, действительно, я пересмотрел еще раз. Да, нужно ускоряться и, значит, этим буду заниматься. Хотя, конечно, я посмотрел у многих мастеров, действительно тоже затянутые видео. Это связано с тем, что в этом деле я новичок и в видеосъемке не особо разбираюсь, и как она должна идти тоже. Но ничего, все потихонечку освоим, все получится. В свое время я когда-то занимался другими вещами, совершенно с видеосъемкой связан не был, вот. Но умел делать доклады четкие. И по делу, видимо, надо к практике этой возвращаться. Значит, что хочу сказать в первую очередь. Мастерская у меня 15 квадратных метров. Это мало, реально мало, но, значит, это был сарайчик на моем участке. И его я превратил в мастерскую. Вот что есть, оно и есть. Исходим из того, что имеем. Расширяться в ближайшее время это не будет, и физически это не очень возможно. Вот поэтому сегодня с вами и посмотрим, что на этой площади можно родить в столярном плане. Значит, видео будет в первую очередь о бюджетной столярной мастерской. Видео в интернете много. И в свое время, когда я организовывал эту мастерскую, я тоже пересмотрел много всяких видео. Практически у каждого мастера, кто публикует видео в интернете, что-то о своей мастерской есть. Как правило, это полные обзоры мастерской, а дальше идет обзор уже отдельных там узлов, механизмов, инструментов, станков и так далее. И в принципе это пошло на пользу. Что касается именно этого видео, я хочу рассказать о бюджетной столярной мастерской. В последнее время многие столярные гуру, я не знаю, у меня такое ощущение, что они пытаются отвадить людей от столярного дела. Потому что вот у большинства одна и та же фраза. Или они повторяют это друг за другом, или заучили. Я не понимаю, но фраза звучит она так, что без 500 тысяч столярки делать нечего. Не надо и начинать. Ну, ребята, мне интересно, с какой суммой вы начинали свой путь в столярке. Если вы начинали с полумиллиона, значит, вы изначально шли с деньгами, чтобы это сразу было бизнесом. Но это не значит, что у всех людей такая же ситуация. Поэтому сегодня говорим о бюджетной. Время терять не будем. И начнем, наверное, с систем жизнеобеспечения. И начну я, пожалуй, с электроснабжения. Значит, мастерская у меня запитана от основного дома двужильным сип-кабелем. Это алюминиевый сип-кабель с диаметром сечения 16 квадратных миллиметров. Значит, но надо понимать, что это 16 миллиметров алюминиевые. Соответственно, там с медью идет совершенно другое соотношение. И не надо думать, что это очень много. Но, тем не менее, большинство домов запитано именно 16-м сип-кабелем. В первую очередь идет вводной автомат. Вводной автомат на 25 ампер. В любом щите вводной автомат необходим. Вообще, сами по себе автоматы, они предназначены для защиты кабеля. Именно вводной автомат не имеет этой функции, но при этом он нужен хотя бы для того, чтобы полностью обесточить при необходимости помещение. Почему номинал именно в 25 ампер? Я в мастерской работаю один. Помощников у меня нет. Соответственно, максимальная нагрузка,
которая может у меня быть, это один станок, стружка-отсос, возможно, в этот момент вытяжная вентиляция и в зимнее время отопление. В принципе, все. Я все это дело рассчитывал и понял, что 25 ампер мне достаточно вполне. Следом идет реле напряжения. Значит, реле напряжения — это опыт эксплуатации у меня еще от постройки дома. Есть два пути. Один путь — это установка стабилизаторов. Второй путь — это реле напряжения. Оно, конечно, не заменяет стабилизаторы ни в коем случае, но может спасти вашу технику, что в доме, что в мастерской. В чем суть? Я живу в частном секторе. И даже больше скажу, это дачный сектор. Соответственно, очень часто происходят перепады напряжения, как правило, вниз, но бывают и вверх. Реле напряжения позволяет обесточить помещение, отключить фазу в случае подобных игр с напряжением. Задаешь ему сам верхнюю и нижнюю границу, и при достижении этих границ реле отключает фазу и тем самым спасает вашу технику. Ни в коем случае оно не выпрямляет напряжение, не действует как стабилизатор, но я считаю, оно необходимо. А стабилизатор в мастерскую, ну, это надо представить на такую мощность, стоимость стабилизатора. Еще одна хорошая функция у реле напряжения — это то, что здесь можно выставить время задержки. Бывает так, что напряжение нормализовалось и тут же отключается. Потом опять оно начинает скакать. В этом случае реле напряжения просто не включает фазу. Я поставил время задержки в 2 минуты, ничего, я потерплю, но в это время у меня ничего не сгорит. И когда напряжение в сети стабилизировалось, еще 2 минуты, и тогда можно начинать работать. Следующим идет устройство защитного отключения. Здесь я уже не пожалел. Это Eaton, это хорошая УЗОшка. Вообще, в плане электрики сильно экономить не нужно. Это не обязательно, конечно, что все автоматы должны быть леграновские. Но и какой-то уж совсем плохой Китай ставить не нужно. Это ваша безопасность. Устройство защитного отключения, я считаю, здесь нужно. Во-первых, практически все станки у нас металлические. Плюс к тому, они китайские в большинстве своем. Ну, по крайней мере, у меня. Соответственно, вполне может возникнуть и ток утечки. Вот на ток утечки реагирует устройство защитного отключения, чтобы вас сильно не долбануло, скажем так. Ну, я не электрик, там много нюансов, но в принципе я считаю, что оно нужно. Дальше идет группа автоматов. Именно группа. Один автомат идет у меня на розетке. Отдельный автомат на отопление. Отдельный автомат уже номиналом меньше, тут в 10 ампер, эти были 20. Этот в 10 идет на освещение. И еще один автомат 10 ампер у меня идет на вентиляцию. Под вентиляцией имеется в виду и вытяжная вентиляция, и стружка-отсос. На этот же автомат у меня заведен. Сначала хотел их разделить, но потом подумал, что нет такой необходимости. Вот так вот выглядит щит. Значит, еще хочу сказать
обязательное, считаю обязательным заземление. Для этого надо построить контур. Сейчас здесь закончу и покажу вам свой контур заземления. Ну, как-то очень смело я использовал слово «покажу». В принципе, вот идет жила заземления, и вот она уходит в землю. Вот здесь находится этот контур. А сам контур я, наверное, лучше нарисую, чтобы было понятнее. По поводу создания контура заземления. Значит, делал я его элементарно, из подручных средств. Вырыл траншею треугольником. Есть, конечно, нормы определенные длины вот этих сторон треугольника. Но, опять же, они в зависимости от разных обстоятельств. В общем, у меня получилось меньше метра каждая сторона. Чисто географически, в смысле из-за того, что негде было больше, у меня много скалы, много камня. Дальше вбил штыри из всего, что было. Где-то уголок, где-то полоса, заострил болгаркой, срезал угол и вбил их в землю, предварительно засверлив отверстия в их верхних частях. Дальше я взял обычный сип-кабель, обрезки сип-кабеля, очистил его от изоляции и через просверленное отверстие просто связал вручную практически, ну где-то затянув там плоскогубцами, замотав, связал вот эти части. Подумал немного, взял еще 3 отрезка и продублировал все это дело. И сделал вывод вверх. Соединил это с кабелем, идущим из мастерской на колодку заземления. И закопал. Вот, в принципе, все. Я предполагаю, что многие люди сейчас начнут говорить, что алюминий со сталью быстро разрушится и так далее. Но, ребят, мы не в море. Здесь нет соленой воды, которая является в данном случае агрессивной средой. В земле этот кабель 16-й будет лежать и не 1 год. Просто надо брать и периодически проверять этот контур в щите. Как это сделать, я покажу. Ну, по крайней мере, это как я это делал. Ну, а теперь по поводу проверки контура заземления. Сразу хочу сказать, граждане электрики, закройте глаза. Я не специалист по внутрищитовому монтажу. Если что-то хотите мне сказать, отругать меня как-то в комментариях, пожалуйста, скажите мне, насколько все это плохо сделано. Ну, как смог, так сделал. В принципе, все работает, и я считаю это нормально. Значит, если по науке проверяется сопротивление контура заземления. Но мы с вами не электрики, электрическую науку не сильно знаем, поэтому я пользовался другим способом, который мне подсказали тоже, кстати, электрики. Берем с вами вольтметр, мультиметр, любой прибор, измеряющий напряжение. Сейчас делать этого не буду, у меня просто не хватит рук на все. Один его щуп на фазу, на вводном автомате, к примеру. Второй на колодку нуля. Это все знают. Измеряем напряжение в сети и запоминаем его. Вне зависимости от его значения, просто запоминаем, что, значит, он показал. И дальше щуп с колодки нуля переносим на колодку земли. И вот если напряжение у вас будет одинаковое, или там
с небольшой разницей там в 2-3 вольта, значит, нормально ваш контур заземления работает. И последнее, что хочу сказать о контуре заземления. Была у меня мысль сделать все по-военному и закрепить вдоль стен железную полосу, наварить на нее болты для заземления отдельных станков. Но дело в том, что современные станки, особенно полубытового вот такого плана, полухабийного, не имеют на корпусе выходов для заземления. То есть, если мы посмотрим вот старый советский станок, отбрасываю тень, если мы посмотрим старый советский станок, вот здесь вот есть такой выход. А из всех современных единственное, где я это обнаружил, это на стружкоотсосе. Но о нем я расскажу позже. И поэтому эту идею я отбросил, потому что все заземление, как правило, идет через вилку. И последнее, что касается электропитания, это непосредственно электропроводка в мастерской. Значит, я ее делал открытым способом. Единственное, вот здесь вот около щита, конечно, бардак получился у меня на самом деле полный. Ну, здесь я не работаю, оно мне не мешает, но эстетически это выглядит не очень, конечно. Значит, и кабеля, и коробки, все накладное. Не увидел я смысла что-то штробить и даже закатывать это дело в гофру. Вот оно вот так вот у меня идет. Все коробки я могу вскрыть. Все я вижу. И плюс к этому, если необходимость возникнет, я всегда могу внести какие-то изменения, завести дополнительный кабель, если у меня появится какой-то еще источник потребления. Потому что могут потребители там, ну, вдруг они увеличатся у меня в числе, может понадобятся новые розетки. И тогда вот это вот все я смогу менять. В общем, вот таким путем я пошел. Если кто-то считает, что это неправильно, ну, напишите в комментариях, обсудим. В принципе, проблем никаких в этом плане я не вижу. Теперь хочу рассказать об освещении. Значит, много говорить здесь не о чем. По потолку я проложил кабель и использовал просто патроны. Висят патроны под лампы. Равномерно распределил их по помещению. И вот они у меня, значит, освещают. Единственное, одно место оказалось неудачным, потому что в итоге совпало с отоплением, с прибором отопительным. И небольшой отбрасывает он тень. Но на самом деле эта схема мне не понравилась. Возможно, буду ее переделывать. Просто хотелось как можно больше сэкономить место на стенах. По максимуму использовать стены из-за того, что это помещение маленькое. Но сейчас я вижу, что нужно было все-таки закупить плафоны и разместить их вверху на стене. Потому что мне приходится пользоваться дополнительными источниками освещения. От этих ламп я частенько отбрасываю сам тень на столы, верстаки и так далее. Вот этот момент учтите, эту мою ошибку, что нежелательно делать именно вот. Следующей системой жизнеобеспечения, о которой я хочу рассказать, это отопление. Отопление я решил реализовать с помощью потолочных длинноволновых обогревателей. Чем отличается длинноволновый от коротковолнового обогревателя? Многие знают, их раньше называли уфошки. У коротковолнового здесь раскаленная спираль наверху. В данном случае это просто пластина алюминиевая. И греют они не воздух,
а греют они пол под собой. То есть, грубо говоря, это теплый пол, но только за другие деньги. Они у меня тут разные, в разное время закупленные от разных производителей, но принцип работы у них одинаковый. Главное их установить на определенной высоте от пола, которая указывается в инструкции. Я эти обогреватели знаю много лет, сталкивался с ними раньше, и поэтому решил их использовать. Естественно, лучше было бы использовать, конечно, теплый пол, но это нужно было делать в то время, когда здесь делали стяжку. Поэтому этим заниматься я уже не стал. Значит, для этих обогревателей необходим определенный расчет. И вот здесь главное не слушать продавцов. По крайней мере, продавцов безответственных. Они очень часто указывают, что эти обогреватели, да и любые, в принципе, электрические, они пишут, что как основное освещение, основное отопление, оно идет 100 ватт на квадратный метр. То есть, вот если он киловаттный, значит, он отапливает в 10 квадратных метров. И как дополнительное отопление, он идет у них на 20 квадратных метров. Нет, ребят, это чушь собачья, это все неправильно, это норма для квартир, у которых есть соседи. И эти соседи, они топятся тоже, и у вас есть еще теплые стены. Если речь идет об отдельно стоящем доме, никакой нормы в 100 ватт на квадратный метр быть не может. Вообще, если честно, идет там очень, очень серьезный теплотехнический расчет. Есть программы специальные, у меня даже где-то есть. Но заниматься я им не стал. Я по опыту понимаю уже, что для помещения вот такого, как у меня, отдельно стоящего, неутепленного, их нужно установить с запасом в 1,5, а лучше в 2 раза по мощности. И обязательно использовать терморегулятор. В принципе, самый элементарный терморегулятор. Не надо гнаться тут за программируемым каким-то. Ну, если есть желание, можно программируемый поставить. Но если мы говорим о мастерской бюджетной, необходимости в этом нет. Вот такой регулятор. Вы выставляете на нем температуру, необходимую вам. И он отключает эти обогреватели и включает, когда температура упала. Если вы не будете его использовать и возьмете норму там в 2 раза больше, как я сказал, у вас будет очень большое энергопотребление. В противном случае лучше, если с терморегулятором, всегда лучше мощность сделать больше даже необходимого. Быстрее нагреется, быстрее отключится. Но терморегулятор в данном случае обязателен. Следующая система, о которой хочу рассказать, это система вытяжной вентиляции. Значит, она в столярке обязательно, необходима, и без нее нельзя никак. Это знают все. Что предлагают нам производители оборудования? Они предлагают нам потолочные фильтрационные установки. Хорошая вещь, хорошо работающая вещь. Единственное, нужно периодически эти фильтры снимать, очищать, вытряхивать и так далее. Оно работает, вроде бы все хорошо. Кроме одного фактора. Это цены. Стоит эта штука в районе 40 тысяч рублей. У каких-то производителей еще больше. Если мы будем все покупать, что рекомендуют нам производители, мы действительно вот так и выйдем на цифру в 500 000 рублей на организацию столярной мастерской. Нам это надо? Я думаю, нет. Поэтому смотрите на систему вытяжной вентиляции. Значит, единственное, что ее возможно реализовать, если у вас есть выход на улицу. И если это помещение не арендуемое, где вам запрещают
продолбить в стене отверстие. Если такая возможность у вас есть, забывайте про все эти фильтры и делайте вот такую самую обычную, но эффективную систему. Вентилятор может быть любым. В моем случае это вентилятор от автоматики котла твердотопливного. В свое время я топился углем. И без автоматики, конечно, это кошмар. Это и так кошмар, а без автоматики это тихий ужас. И получилось так, что вентилятора у меня было два. Этот оказался слишком мощным, сжег мне дымоход, и я заменил его на менее мощный. А этот лежал просто так без дела. И вот его время настало. Здесь не видно сейчас, но вот здесь в стене есть отверстие, в которое этот вентилятор дует. По принципу такому же, как он дул когда-то в котел. Я считаю, что он очень хорошо подходит сюда, потому что здесь у нас древесная пыль, а он привык работать с угольной пылью. В помещении, в котельной, где много угольной пыли, я думаю, древесная пыль ему даже менее вредна, чем угольная. А дальше все просто. В моем случае идет вентиляционная труба. Она у меня просто была. В принципе, можно использовать и канализационную. Единственное, ее надо определенным способом состыковать, я покажу чуть позже. Два выхода вентиляции у меня. Труба 125. И первый выход я придушил немного. Уменьшил диаметр, чтобы второму выводку было легче работать. Тем более, что именно здесь у меня находится, ну, скажем так, шлифовальный участок. И здесь максимальное количество пыли. Еще рядом пильный стол. В общем, основная пыль у меня находится здесь. В зимнее время, если уж мне там на ночь закрыть и так далее, я беру просто и затыкаю. Вот забыл название этой заглушки. Кто знает, напишите в комментариях. Вылетело просто из головы. Это вот у меня 125-я. А соты у меня не оказалось. Я просто взял фланец, прикрутил к нему жесткого картона кусок вот от фонаря Фелисати. И также это дело закрываю. Я понимаю, что это не сильно защитит там от тепла потери, но выхода воздуха не будет. Естественно, теплого воздуха тоже. Вот так реализована вытяжная вентиляция. Работает, в принципе, без проблем. Есть определенный шум, как вы можете слышать, но он не критичный. Звук вот я сейчас не приглушаю. Вот такой вот шум он создает. Ну и для демонстрации работы, вот, пожалуйста. Вот лист бумаги, я отошел, не держу его, ничего. Вполне рабочая схема. Я считаю, можно использовать всем. Если есть возможность выводить все это на улицу. Ну а за экологию можете не беспокоиться. Деревянная пыль не самая страшная угроза экологии на нашей планете. Если же вы будете пользоваться канализационной трубой, здесь нужно учитывать один момент. Ну, эта 50-я труба, она не подходит. Она просто была у меня под рукой сейчас. Считаем, что это 110-я труба. Стыковать эту трубу нужно, скажем так, в направлении потока воздуха. То есть, если мы стыкуем так, в том случае, когда воздух у нас проходит вот так же. Потому что если наоборот будет воздух идти, эта пыль будет вся осаживаться на этой трубе. И в итоге диаметр прохода воздуха будет уменьшаться.
Вот так вы стыкуете, вот так идет ваш воздух. Вот там у вас вентилятор вытяжной. И я бы не советовал пользоваться всякими обратными клапанами в трубах, ну потому что их все равно забьет в итоге пылью, и вы потеряете мощность и, соответственно, эффективность вашей вытяжки. Ну и, конечно, нужно поговорить о стружкоудалении. В простонародье стружкоотсос. Я решил отнести его именно к этой категории систем жизнеобеспечения, потому что лично я считаю, что он действительно необходим и обязателен. Обязателен из-за того, что это тоже влияет на ваше здоровье и на вашу противопожарную безопасность. Да, к примеру, вот у этого фуганка есть турбинка своя и комплектуется мешком. Эта схема работает. Реально работает, в мешок все попадает, все хорошо, но вы устанете заниматься этим делом. Это во-первых, а во-вторых, все-таки мы не знаем, что пропускает через себя этот мешок, что оставляет. В данном случае все забирает стружкоотсос. Ну а если говорить о рейсмусе, он просто превратит вашу мастерскую в мусорку. И это будет опасно еще в противопожарном отношении. Ну и как мы, начинающие, сможем на этом сберечь какие-то деньги? В данном случае мы видим Билмаш. Но суть не в производителе. Суть в том, что это самая дешевая стружка удаления в своей линейке. И в линейках у всех производителей, где оно есть. Дешевое не потому, что оно плохое, а по комплектации. Здесь нет ни стоек, ни фильтров. Ну, мешки в комплекте шли. Изначально эта штука должна была быть на колесах и с мешком. Все это дуть в мешок в помещении. И вот что я хочу сказать. Если у вас есть возможность выводить стружку за стену, обязательно ей воспользуйтесь. Даже не думайте. Вот здесь точно вам не нужны ни дорогостоящие фильтры, ни что-то в этом духе, потому что все равно, мало того, что эти фильтры нужно чистить, обслуживать, все равно что-то они в атмосферу выпускают, в атмосферу вашей мастерской, а значит в ваши легкие. И вот в данном случае все уходит наружу. В моем случае на улицу. Если такая возможность есть, воспользуйтесь и даже не думайте об этом. За стеной колено в 90 градусов, вот такое же, как это. Опускается эта труба вниз, а там вы можете уже выдумать, что хотите. Хотите мешок повесьте тот же, но не из комплекта, а побольше желательно. Хотите емкость установите, приемную, любую, какую вам удобно. Но вот эту схему я категорически всем советую. Это не только сэкономит вам денег, это сэкономит вам еще и здоровье и нервы прежде всего, чтобы не возиться, не вытряхивать эти мешки, не возиться с фильтрами. А по своей мощности эта система отлично справляется и с фуганком, и с рейсмусом. Не знаю, сможет ли она работать на оба сразу. Но необходимости такой у меня лично нет. И даже если мне лень будет переставлять эти шланги, ну, значит, сделаю систему с заглушкой, с перемычкой, и все будет работать. Когда я говорил об электричестве в мастерской, я упомянул, что у этого стружкоотсоса свое заземление. Да, он оказался единственным из приборов, где вот оно присутствует. Интересно было то, что две точки выхода заземления. Ну, я не стал спорить с инженерами, использовал их обе от одного провода. И этот провод я завел непосредственно в коробку.
Вот она коробка, вот он заходит желтый. И в этой коробке у меня есть линия заземления. Соединил с остальным и вот так это реализовал. Изначально я не понимал, для чего это нужно. Но потом я сообразил, вот эта вилка с землей, значит, она работает на корпус двигателя. А непосредственно в самой вот этой вот улитке, видимо, возникают все-таки вихревые токи. Ой, не вихревые токи, неправильно говорю совершенно. Статическое электричество. От вихревого потока стружки, скорее всего, возникает статическое электричество. И вот это заземление снимает его с корпуса. Инженеры просто так не выдумают подобные вещи, особенно в наше время. А в наше время это редкость на корпусе техники. Я считаю, что это действительно нужно сделать. Дальше хочется сказать о цене. К сожалению, мы живем в такое время, что все растет в цене страшно. И затягивать с приобретением вот этого дела лучше не надо. Вот сейчас у нас весна 24 года. Я приобретал ее осенью 23 года. Стоила она в районе 15-16 тысяч. Вот уже сейчас весной она стоит 22-23. Ничего мы с вами не сделаем с этим. Единственное, что нам остается, это вовремя купить. Но это действительно нужно. И никуда от этого мы с вами не денемся. И, конечно, по стружкоотсосу я должен рассказать еще одну особенность. Значит, вот здесь стоит решетка на входе. И на выходе стоит решетка. Если решетку на входе, я понимаю логически, она, скорее всего, защищает эту крыльчатку, что внутри, от каких-то крупных фракций, от повреждений механических. Для чего установлено здесь, я не понимаю совершенно. Но забиваются они обе. И забиваются достаточно быстро. В итоге забивается вот этот шланг. Двигателю становится работать все сложнее. Он перегревается и, соответственно, может сгореть. И поэтому мы, как люди, эксплуатирующие эту технику, становимся перед выбором: уничтожать эти решетки или не уничтожать. Выбор заключается в том, что, скорее всего, мы потеряем гарантию. И тут уже выбирайте сами. Или теряем гарантию, или нормально, спокойно работаем и опять же бережем двигатель. Потому что если решетки не убрать, если даже не думать о двигателе, весь вот этот шланг забивается, выхода стружки нет, вы снимаете этот шланг, несете его, вытряхиваете. И причем я это заметил на любом дереве. И на сосне, и на буке с дубом, не помню, но суть не в этом. Забиваются обе решетки. Но тут уже выбор за вами. В принципе, по стружкоотсосу все. Друзья, в начале этого видео я сказал, что постараюсь его сделать более динамичным и не затянутым. Ну, как получилось это в динамике, судить вам. Но я надеюсь, что лучше, чем у предыдущих. А по поводу длительности скажу так. Видео мастерской коротким не получится. Канал все-таки имеет больше направленность на начинающих. И я сам являюсь начинающим. И опять же, еще тематика канала в том, что это бюджетная мастерская. И рассказать все в двух словах, конечно, можно, но практического смысла это иметь не будет. Нужно все-таки что-то людям объяснять, чтобы они что-то из этого видео вынесли для себя. Потому что я даю
не настолько советы, насколько я рассказываю, что сделал я. Что хорошо, что плохо, что мне не понравилось уже самому из того, что я сделал, что я менять буду. И я думаю, чтобы это полезным было на самом деле, нужно все-таки рассказывать более подробно. Что касается того, следовать моим советам или нет, ну, ребят, это дело личное, индивидуальное. Вы решаете сами. К примеру, если взять отопление, у каждого вообще свой способ. Я знаю, что многие используют буржуйки. Вначале была у меня мысль о буржуйке, но из-за того, что площадь маленькая, она получалась достаточно близко к рабочей зоне. И не воспринял я идею открытого огня. А буржуйка хоть и внутри, но это все равно открытый огонь. Вы все равно ее открываете, все равно оттуда может и искра полететь и так далее. И вот идею открытого огня в столярной мастерской я не воспринял. Мне это очень не понравилось. Но, возможно, у кого-то есть какой-то тамбур, где это будет удаленно. Смотрите сами. На этом сегодняшнее видео, я думаю, надо закончить. Разобьем видеомастерской на части. Сколько частей выйдет, я пока еще не знаю. Поэтому подписывайтесь на канал, если кому интересно. Следите. Следующее видео, я думаю, будет уже о станках и оборудовании. А на сегодня всем до свидания. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите в комментариях, задавайте вопросы. Будем общаться. Всем привет!